Мне, значит, очень интересна тема искусственного интеллекта, и вот я решил поразмышлять на эту тему, как вот роботы, имеющие искусственный интеллект, имеют сознание, что они по этому поводу думают про свою душу. Вот они видят людей, люди-то они все верующие, у каждого своя религия, они думают, люди, что у них душа есть, а как роботам быть на этот счет? Вот и от этого я начал отталкиваться в создании «Входа в рай». Ну да, ну про душу людей много писали, а про душу роботов вроде как нет, поэтому я решил поразмышлять на эту тему. На самом деле сложности, да, были, но как раз-таки не связанные с душой робота. У меня же там начинается библейский суд в этой истории, и вопрос стоял как бы основной, что, как роботам быть с искусственным интеллектом. Люди там попадут, ну, если придерживаться религии, кто-то в ад, кто-то в рай, а как быть роботами? Роботом, по идее, должна была быть сложность, связанная с этим, но у меня больше сложность возникла с тем, как передать реакцию общественности на Великий суд. То есть СМИ, как что будут говорить, блогеры, телевидение, радио, то есть как это может быть, как какое-то время же люди жили с этим осознанием, то есть как все перевернется в этот момент. Вот это было самое сложное. На самом деле я специально не называл никаких городов, чтобы каждый человек мог додумать, представить, может быть, где-то свой какой-то город. Ну, то есть... И также я даты нигде не называл никакие, ну, просто недалекое будущее. Я все время, когда пишу книгу, я в голове представляю читателя. И, как правило, у меня это человек 18-22 года, вот так вот приблизительно. Потому что мне этот возраст самому нравится, когда я был в этом возрасте. Я ну, как-то широко мыслил, многим чем интересовался, все было так интересно. Значит, у меня в книгах обычно идет две сюжетные линии. И когда человек дочитывает до конца, то концовка, она переворачивает с ног на голову все, что было до этого прочитано. Ну, по крайней мере, в большей части моих книг такой прием используется. Это все я намеренно делаю. И поэтому, когда человек дочитал до конца, он начинает анализировать, вспоминать всю книгу и уже по-другому видеть главных героев, действия, мотивы, все. И иногда даже люди начинают читать книгу заново, уже вот с этим именно новым знанием. То есть сознанием финала книга воспринимается по-другому, если начать читать ее сначала.